Привет! Ты на канале Супер Арбалет, и сегодня у нас на обзоре нож Finbir от компании Cold Steel. Finbir – это бюджетный туристический нож. Он должен подойти для работы с продуктами в походных условиях и каких-то небольших хозяйственных нужд. И сегодня мы это проверим. Изначально Finbir является подражанием оригинальной модели Puukko от финского дизайнера Tapio Verkala. Форма клинка и рукоятки полностью повторяют оригинальную модель 70-х годов. Рассмотрим поближе нож. Клинок выполнен из стали 4116 или 50 хром 15, кому как удобнее. Это бюджетная сталь, она довольно устойчива к коррозии, но далеко не самая твердая. То есть режущая кромка на ноже довольно быстро может прийти в негодность. Но опять же, за счет ее мягкости, ее также быстро можно поправить на даже компактных точилках, которые вы можете взять с собой в поход. И в принципе в таких условиях я бы, наверное, даже отнес к плюсам. Рукоятка из полипропилена и имеет рифленую фактуру, что препятствует скольжению и работает на удобство хвата. Из относительных минусов можно назвать, наверное, только отсутствие отверстия под темляк. Но с учетом того, что клинок в рукоятку входит примерно наполовину, при большом желании это отверстие можно просверлить самому. В комплекте с ножом идут пластиковые ножны с клипсой для крепления. Клипса довольно большая и позволит крепить ножны как на обычные ремни, так и на широкие армейские. Перейдем к тестам. И для начала, как всегда, проверим заводскую заточку резом бумаги. Теперь немного увеличим нагрузку и попробуем порезать канат. С канатом нож тоже справился. Я говорил вначале о том, что нож должен справиться с продуктами. Давайте проверим это на практике. Для начала попробуем порезать помидорку, а потом разделать рыбу. С помидоркой, в принципе, он справился. Не так, конечно, как какой-нибудь японский нож, но и мы не на кухне, а в лесах Тверской области. Приступаем к разделке рыбы. С рыбой нож, в принципе, тоже справился, хотя мне показалось, что он мог бы быть и поострее. Ну, или я могу быть попрофессиональнее, потому что, признаться честно, рыбу я особо разделывать не умею, и я думаю, вы это только что увидели. Ну, мне кажется, для походных условий, в принципе, вполне сносно. Продолжая тему еды, попробуем открыть этим ножом банку консервов. Конечно, эта сталь особо не предполагает такое использование, но туристическое назначение ножа все-таки говорит о том, что с такой работой справляться он должен. В принципе, справился. Я думаю, не без проблем с режущей кромкой, но тем не менее функцию выполнил. В этом тесте мы попробуем порезать картон. Он является довольно сильным абразивом, а мне интересно дать побольше нагрузки на этому ножу. Нож справляется, не без труда, конечно, но и у нас 4 картонки. Да и я думаю, после теста с банкой все-таки он уже потерял свою былую остроту. И заключительным тестом станет уже классический для наших обзоров тест с подготовкой лучины для костра.
Нож справляется, но с оговорками. Врезается даже в дерево он хорошо, а вот дальше уже ему трудновато. Я думаю, это за счет того, что лезвие все-таки тоненькое на нем. Но задачи он свои выполняет. Ну что, все тесты, которые мы хотели провести, мы провели. Давайте подведем итоги. Как ни странно, и это было для меня на самом деле удивлением, несмотря на мягкость стали, визуально каких-либо сколов или заминов на режущей кромке я не вижу. Но давайте проверим рез на бумаге. Да, как видно, от заводской заточки тут уже особо ничего не осталось. И наверняка даже есть какой-то небольшой незаметный глазу замин, потому что в определенный момент бумагу начинает рвать. Но если вы знаете, как обращаться с ножами, или вы взяли с собой в поход какую-нибудь небольшую карманную точилку, то эту мягкую сталь привести в нормальное состояние не составит труда. Подводя итоги, хочу сказать, что ножом я скорее доволен. Это отличная рабочая лошадка, которую можно взять с собой в поход или на рыбалку и быть уверенным в том, что она не подведет. А если понимать, что это все-таки туристический, а не тактический нож, и не давать на него какие-то сверхнагрузки, то можно быть вдвойне в этом уверен. А с учетом того, что стоит он в районе 1600 рублей, даже если вы его где-то потеряете, это будет не так жалко, как если бы вы потеряли какой-то гораздо более дорогой нож. Несмотря на все проведенные тесты, то есть и банку открывали, и брусок строгали, режущая кромка визуально осталась целой. Наверняка там есть какие-то небольшие микрозамины. Сейчас попробуем это подснять и показать вам поближе. Но даже несмотря на то, что это дешевая и мягкая сталь, в принципе, с ней все в порядке. Для полноты картины хочется рассказать о том, что у Cold Steel есть еще одна вариация этого ножа, традиционного пуку. Нож называется Sisu, у него деревянная рукоятка, а клинок выполнен из стали Sanmei. Но цена на такой нож начинается где-то от 30 тысяч рублей. На мой взгляд, это скорее более такой сувенирный, либо подарочный вариант. Хотя, если бюджет позволяет, можно и такой взять с собой на природу. Но если вы ищете именно утилитарный нож, то Finbir станет отличным вариантом. И на этом все. С вами был канал Супер Арбалет. До новых встреч. Пока.